Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца июля. Что придет? Что придет в вашу жизнь? Внезапные события в вашей судьбе, о которых нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса. Вот давайте мы с вами и узнаем, какие же события придут в вашу жизнь, какие перемены идут на ваш порог. О чем вы, возможно, даже не догадываетесь. В течение июля это совсем скоро случится. Уже практически мы на пороге. И даже если вы раскрыли наш расклад чуть позже, может быть, к концу июля, вот, кстати, черкните комментарий, потому что мне интересно будет узнать, насколько этот расклад откликается в вашей реальной жизни. Итак, пасьянс. Что ждет тельцов в течение июля? И именно с позиции, может быть, неожиданного события, неожиданного предложения. В чем будет заключаться этот неожиданный поворот, да, внезапный? Хотя я должна сказать, две планеты в ретро-движении, ретро-Плутон и ретро-Меркурий, то тут будет, скорее всего, крутиться вокруг, может быть, и документов, может быть, и человека, ваших каких-то задач, но скорее с приставкой переделать, передумать, передоговориться, пересмотреть. Вот такая конфигурация может быть. Тем не менее, добрые перемены идут на ваш порог. Вот когда и в вашу жизнь, когда выпадают часы, это именно свидетельство о том, что что-то меняется. Может быть, и ваши собственные планы резко изменятся в связи с теми событиями, которые произойдут тогда вокруг вас или, может быть, с некоторыми людьми. Вот смотрите, у вас совпадает еще меч. Возможно, это какая-то ссора. Возможно, та ссора, которая была раньше. И у вас совпадают деньги, получение денег. Или когда, вы знаете, как-то прежде у вас не туда сложило. У вас, может быть, финансовая история, она, не совсем была именно такой, как вы это хотели бы, да, хотели бы что-то осуществить. А вы добрые люди, вы многим помогаете, вы любите своих близких, вашу семью, те, кто вам дорог. Вы очень часто могли жертвовать собой, все-таки предыдущий период Урана в вашем знаке Зодиака тут много чего поменял и много чему научил. И, видимо, сейчас, вот в течение лета, хотя я могу сказать и до конца даже 2026 года, но, внимание, у нас Юпитер находится в знаке Зодиака Лев. И это для вас открывает перспективы на 12 лет последующие. Но что будет важно? Вот год именно, да, мы говорим до середины 2027. Но еще более важен вот именно полугодие, да, вот этот период в 6 месяцев до конца 2026. Поэтому я тут действительно могу предположить с приставкой «перья». Раньше, может быть, это была какая-то ссора, а может быть, и были в чем-то иллюзии. А вот теперь, телец, знаете, без истерик, тихо, спокойно. Вы можете отказываться от чего-то. Или когда вы будете действовать только в согласии с тем, что вы для себя сочтете безопасным, что вы сочтете надежным, и чтобы никаких не было вот моментов, когда вы можете словно заново один на один остаться с какой-то ситуацией, которая вам не дает, не то что уверенности, а даже не приносит безопасности. Вот все-таки надежность, безопасность, это для вас, это больше об астрологии, это для вас сейчас ключевые принципы. И вопросы, может быть, касаются именно дома, места вашего проживания. Как где-то, я могу предположить, и денежная тема, так и тема, возможно, и личной жизни, да, потому что костер – это домашний очаг, но это еще и люди, то есть и буквально местоположение ваше, но это еще кому вы можете доверять. У кого-то из вас дорога, может быть, дорога куда-то далеко, может быть, и много будет каких-то дорог, или подготовка, может быть, к переезду. Все же мы все разные. Принимайте лишь то, что откликается вашей душе. Но вот если я сказала, надежность и безопасность, это правда. У вас выпадает якорь, и вам тут как по судьбе пространство, вселенная помогает, чтобы вы разобрались с каким-то вопросом. Кстати, мои дорогие, посмотрите, совпадает древко, а древко – это у нас элемент ожидания. И когда
крест в нашем пасьянсе, и именно древко. Это знак есть такое, как одиночество. И здесь, конечно, по-разному. Иногда бывает одиночество вдвоем, иногда, увы, есть и семья, есть и дети, и куча родственников. Но вот как душа наша не чувствует единения с кем-то еще. Здесь могут быть очень такие сложные вопросы у вас на межличностном уровне. Но я ведь должна сказать, что для кого-то как выход из одиночества. Вы будете делать именно, поступать именно так, чтобы себе максимально сделать что-то хорошо. Я тут больше вижу возможностей идут в вашу жизнь, но ни одна энергия не говорит о том, что мы делаем что-то наспех. Поэтому и где-то по ретро-Плутону тут ведь нам тоже карты, в принципе, и астрология подсказывает. Вместе, наверное, с пасьянсом есть некоторые вопросы, которые быстро не решатся, а только, может быть, в течение лета, ближе к середине осени. И вот судя по тому, что вам выпало, да, вот эта вот стабильность, безопасность, в течение июля здесь может как пика достичь какая-то тема, да, и я больше вижу как и деньги, так и, может быть, вопросы дома. Но это и составляет, наверное, и стабильность, и безопасность. Деньги – один из способов взаимодействия с миром, но и сам по себе дом, да, так, чтобы и комфортно, и надежно, и стабильно. Вот к стабильности стремятся тельцы. И это не есть какая-то прежняя конфигурация. Тут я вижу, что вы будете, возможно, даже от чего-то отказываться, пересматривать что-то. Причем кто-то там тут себе мог дать, хотя это на вас не похоже, что, ну, тем не менее, мы все разные, что я так от всего устал или устала, я теперь буду один или одна. Вот, кстати, да. И здесь, тем не менее, какие-то будут темы, которые вас именно заставят это пересмотреть. Переменной, да. Было вот если какое-то одиночество, то теперь вы как задумаетесь, может быть, несколько расширить географию собственной судьбы, а может быть и знакомств впустить в свою жизнь новых людей. Итак, до конца июля. Что нового идет на ваш порог, мои дорогие тельцы? Что же нового? Колода Ленорман пусть нам хотя бы сферу жизни покажет. И важное событие. Чем вам запомнится июль месяц? Что или кого, может быть, вы не сможете проигнорировать? Ну и что прояснится? Что или кто появится неожиданно? Вот поворотный момент, да, именно внезапности, может быть, поворот. Следующая карта. Что изменит вашу жизнь? Что изменит ваши планы в течение июля? Ну и карта совет. И к чему приготовиться? Вот давайте будем узнавать. Так что же нового идет в течение июля на ваш порог? Карта преграда. Давайте мы дополним колодой Таро, потому что по этой карте ведь преграда – это гора, да? Куда-то мы, может быть, прежде не могли попасть. Возможно, и в течение июля вы столкнетесь кто-то с людьми или с той или иной ситуацией, и это тоже будет для вас как внезапный поворот. Вы для себя определитесь, вот нет, я это больше не продолжаю. Я как будто не буду штурмовать эту гору, но давайте достанем дополнительные карты. С чем, с кем это связано? У кого-то, может быть, это связано банально с работой. Когда вы прежде работали много, такое я тоже допускаю. А здесь вы банально кто-то возьмет паузу, чтобы привести мысли. Это точно. И тело в порядок. Дать себе попросту отдохнуть. И подтверждают мои слова девятка пентаклей. Потому что мы можем себе уже позволить. Я должна сказать, у кого-то из вас была сложная финансовая ситуация в течение июля. Она как будто будет выравниваться. Вот смотрите, с одной стороны ваша карта, но есть какой-то материальный интерес. И может быть, как я уже говорила, деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Это тоже ваша и надежность, но это ведь всегда новые возможности. И вполне вероятно, это есть какой-то человек. Это можете быть вы сами. Мои дорогие девочки, значит, вы тоже будете в больше таких мужских энергиях. Тут ни разу не про замечтаться. Телец отстраивает свое благополучие. И здесь я вижу, как, знаете, своеобразный прорыв. Мне хочется даже более того сказать, что нового. Вот раньше были как препоны, горы какие-то, да, и овраги, может быть, тоже было.
А вот сейчас выравнивается какая-то история. Вы можете себе и должны как будто дать, может быть, возможность отдохнуть. Но, видимо, в течение июля месяца будьте готовы. Какой-то человек вам может предложение или какую-то новость сообщить. Вполне вероятно, это в средствах массовой информации вы что-то услышите. Тут у каждого по-своему. По рыцарю мечей мы должны действовать. Мы не можем это оставить, ну, на «может быть» и «если», потому что по этой карте мы ищем правду истинную, мы ее находим. Может быть, по какой-то теме, запутанному вопросу вы тоже будете, к примеру, еще узнавать, как в отношении вас работает закон все-таки мечей, это интеллект. Но здесь я больше вижу, смотрите, вы можете решиться, кстати, на какой-то переезд или поездку. Кто-то впервые об этом задумается. Может быть, впервые. Возможно, вы прежде думали, но потом по разным причинам отказались или сочли это неправдоподобным, например, да, или у меня нет ресурсов. Вот здесь к вам может как с новой силой прийти какая-то история, но совершенно в ином ключе, потому что мы ищем выход по этой карте и находим. Наступает время идти вперед. И вот, кстати, об Юпитере во Льве, мои дорогие. Для тех из вас, кто действительно желает переехать, вы можете это осуществить, если будете более прагматично, конкретно относиться к этому вопросу, оцените за, против ваши ресурсы, но подойдете, насколько это реалистично именно для вас за последующий период, а это именно полгода, да, вот именно до конца 2026. Какие планы вы себе наметите, как будто это и будет в вашей жизни осуществляться. Помните, что вы вот за окончательные, вот эти последние, точнее, месяцы 2026 не просто отстраиваете какой-то узкий период, да, вот в эти месяцы, нет. Это с таким более пролонгированным значением не только на год до середины 27-го, а это новая конфигурация жизни вообще на последующие 12 лет. И здесь, конечно, нельзя, как и замечтаться, но как будто и... Может быть, и отказаться от какого-то альтернативного варианта, потому что элемент новизны, как будто другое качество жизни идет на ваш порог или осуществление желаний. Следующая карта. Важное событие, чем запомнится вам июль месяц. Что тут вас не оставит равнодушным? У кого-то по этому аркану 11. Тут явно хочется сказать 1 и 1, правда? Взаимодействие с какой-то персоной, с каким-то человеком, причем когда это важные разговоры, и, возможно, вам придется на чистоту что-то проводить. Может быть, и как оппонент ваш, да, будет говорить свои предпочтения, а вы свои. Тут явно будут важные беседы, и они будут касаться искренности, когда эта искренность необходима как и с вашей стороны, может быть, дать понять конкретному человеку, на что вы согласны и на что вы не согласны. Но точно так же я могу предположить, вы узнаете что-то и о другом человеке. У кого-то вопросы личной жизни, а у кого-то это будет напрямую работа. Возможно, это где-то будет связано и с документами, потому что у нас и метла, и плеть. Но точно так же я могу допустить, что вы можете оказаться в такой ситуации, что вот как какой-то человек вам будет полезен или нужен. И здесь плеть не случайно, как будто мы себя должны как направить, да? Или мы должны себя, ну, не то чтобы уговорить, но, может быть, как рационально так разделить плюсы, минусы, да, может быть, даже на бумаге. Но и у человека-то свои тоже есть предпочтения. Поэтому плеть иногда это мы себя заставляем, склоняем к этой дипломатии или к какому-то компромиссу, или мы можем точно так же себя как заставить от чего-то отказаться и словно вымести мусор буквально из своей жизни. Итак, что же тут? Важное событие, решение какое-то. А ведь и правда по тузу жезлов это может быть даже тот поворотный момент, который начинается с информации. Вот смотрите, компромисс не исключаю, потому что по тройке мечей ведь это всегда, любая тройка – это будущее. Кто-то скажет, и что это меня такое ждет? Нет, мои дорогие, это прежний опыт. Но карта тройка, она показывает нас в данный момент времени. И вот вы сейчас
Стало быть, где-то в течение июля вы будете постоянно проводить аналогию с какой-то прежней историей. Сколько кто раз меня обманул, сколько кто раз меня подвел, кто мне там золотые горы, ну или просто я уже так утрирую, конечно, кто мне там что наобещал, а по факту. Участвовали эти люди в моей жизни или нет? Вот вы будете постоянно сравнивать. Будьте к этому готовы. Для вас это как важное событие. Вам именно это нужно знать, понимаете? Потому что, да, вас это не оставит равнодушным. Тут нельзя отмахнуться. А здесь нужно как решать на берегу. И, в принципе, вот смотрите. Ведь я часто говорю, вы слышите в моих раскладах по тройке мечей, это здоровое равнодушие. Не болит сердце, но шрамы останутся на всю жизнь. Да, его заштопали, но мы помним, как нам было очень тяжело и сложно. И, может быть, мы один на один остались с какой-то ситуацией или в какой-то, как в жизненной, да, ситуации или обстоятельствах. И пришлось надеяться на самого себя и как будто выпутываться, выкручиваться, да. Ну, бывает такое в нашей жизни. Вот такого опыта телец не хочет. Поэтому вот такие сравнения, будьте к ним готовы. И это действительно нельзя как будто забыть прошлое, какой-то пережитый опыт, потому что нельзя повторить ошибки, опять же. Семерка Пентаклей будет говорить о том, что, ну, ведь иногда это как карта паузы, задержки, и правда у кого-то могут быть документы, которыми, или, может быть, дела, которые могут, ну, растягиваться по времени. Мы как будто должны ухаживать, да, еще вот за этим денежным деревом, чтобы оно выросло побольше и принесло нам плоды. И вот смотрите, у вас выпадает аркан Луна. Все же я вот, давайте я еще одну карту достану. Тройка жезлов. Знаете, с чем вы столкнетесь? Вы кому-то не будете верить. Вот не будете вы верить, это точно. Тут такая, знаете, как чья-то песня о том, что вы уже слышали, вы уже там были, вы все знаете. И здесь, знаете, это как предохранитель у вас. Ну, я опять же, это гротеск. У вас может сработать, что, ага, вот в этом моменте стоп. Потому что какая-то песня, которую мне уже спели на все лады. Это то, что прежде меня, может быть, как раз как бы подтолкнуло, и я оказался или оказалась в какой-то не самой веселой ситуации. Так вот эту ошибку я больше делать не собираюсь. Вот тем не менее это так. Вот такое важное событие. Но вы будете все-таки видеть. Вот смотрите, прагматичность от начала до конца. Восьмерка Пентаклей, много работы. Вы можете, знаете, даже дать кому-то шанс, например, да, или состоится какая-то беседа, может быть, по работе, может быть, по личной жизни. Но как будто в процессе июля, день за днем, вас что-то, ну, знаете, как приходит подтверждение нашим предположениям. Или вам что-то совершенно не нравится, но на какой-то период времени, тем не менее, да, это нам и говорят. То есть это мы не сможем проигнорировать. Либо вас это держит финансово, либо у вас есть четко какой-то интерес. Мои дорогие тельцы, вы тут создадите какой-то свой план. Вы создадите свою игру и будете действовать очень прагматично, именно так, чтобы кого-то переиграть или что-то переиграть, переделать. И именно чтобы ваши козыри были в ходу, чтобы ваш план действий, а не чей-то другой. Что-то вы будете тут реструктурировать, переделывать, может быть, и по документам, но, наверное, самое главное – это внутреннее где-то ваше ощущение и работа вот именно с прежними, может быть, ошибками, страхами. То есть вот есть такой поворотный момент, и это как будто по судьбе, что прояснится. Вот именно по судьбе подобные вопросы, которые вас когда-то поставили в тупик, или те вопросы, которые связаны с конкретным человеком, может быть, с конкретной ситуацией, у кого-то по жилью, да, оформление жилья, или, может быть, получение жилья, или как в наем, да, аренда, может быть, как по аркану императора, это какие-то инстанции, это чиновники, это официальные лица, но для кого-то такой император мог быть дома. И поэтому, ведь по этой карте идет именно организация. Тут как и буквально конторы, офисы.
так еще организация вашей собственной жизни, которая как по судьбе. Но я не исключаю, что это может быть взаимодействие, все-таки это ну, такая как карта персоны. Именно той персоны мы по императору говорим. Есть два мнения, мое и неправильное. Вот вы как будто согласитесь, ну, знаете, как на праздник. На праздник или позволите себе, может быть, и отдохнуть, с кем-то даже провзаимодействовать, может быть, даже какая-то история, которая вот именно прежде, она как получилась, ну, это ваше, может быть, было про фиаско, проигрыш или какое-то очень глубокое разочарование. И здесь вы можете именно согласиться, потому что, ну, как, или видите для себя зацепку какую-то, да, которая для вас, тем не менее, может какие-то бонусы привести. Телец играет скорее, нежели кому-то доверяет. И как будто по судьбе это правильно. Но я должна точно так же сказать, что прояснится. Здесь ведь могут проясниться чьи-то чувства конкретного человека. Да. У кого-то прояснится сама по себе ситуация, иногда по тройке чаш, любовный треугольник, да? Вместе или порознь. Или вместе надолго, или это все вернется опять к какому-то прежнему знаменателю, прежнему обману. Вот такое может быть. Или какая-то тема, которая касается семьи, детей. Все-таки десятка пентаклей. Здесь могут быть и деньги, работа на дому. Здесь, вы знаете, для кого-то из вас все вместе. Как и откуда приходят деньги, да? Или, может быть, среди вас много творческих людей. Буквально кто-то работает из дома. Ну, тогда вот, наверное, для такой части тельцов здесь у вас может все, мои дорогие, поперемешаться вообще. И деньги, и личная жизнь, и дом, но, может быть, еще какие-то сложные отношения. Будьте к этому готовы. Ну, кстати, вы можете выйти таким победителем, и вы как будто берете пальму первенства, меняетесь как будто с кем-то ролями. Что или кто появится внезапно, неожиданно, или возможность, или человек. Много общения у вас будет, причем легкого общения. По аркану парк кто-то может действительно отправиться в отпуск и находиться даже среди людей, но как в другой стране или другой менталитет. И отдыхать, кстати. Когда вы не будете куда-то торопиться, это точно. Для кого-то на кону будут стоять действительно вопросы либо переезда по аркану звезда, либо работа посредством интернета, к примеру. Все же эфир, пространство, интернет, это тоже проигрывается. Или это что-то на расстоянии. Кто или что появится неожиданно. Может, вы где-то появитесь неожиданно. Но я не могу сказать, что это связано с какими-то чувствами с вашей стороны. Вам может что-то нравиться. Или вы можете в чем-то для себя видеть перспективу, свои приоритеты. Тут, скорее всего, ну, не сказала бы я, что это личной жизни касается. Здесь скорее будет какая-то история, как сама возможность, да, через общение, может быть, через новых людей, это тоже не исключаю, как выстроить далекое будущее. Вот, кстати, по аркану звезда у нас выходит выбор правильного направления на десятилетие. Ну, теперь с этой картой у кого-то, конечно, это проиграется, появление человека, может быть, даже каких-то подарков или, может быть, каких-то предложений в отношении вас. Но я, как говорила, телец не верит, то и не верит. Потому что рыцарь чаш – это, знаете, ненадежная все-таки карта. Это нам не говорит о том, что хотя рыцарь чаш тут где-то недалеко аркан звезда, вы рассматриваете, да, что, возможно, какие-то взаимоотношения, они могут еще длительное время продолжаться. И мы не говорим, что это там обязательно будет семья или еще что-то. То есть есть конкретная персона, которая в отношении вас проявляет, ну, добрая энергия. Мои дорогие тельцы, вы решите этим воспользоваться. Вот и все. Но, видимо, вот эта прагматичность, потому что вы для себя видите смысл на какой-то дистанцию. Дистанция как и по времени, но для кого-то это будет проигрываться как та взаимосвязь или тот контакт, когда вы хотите совершить переезд. Я этого тоже не исключаю, потому что
королева пентаклей. А здесь у нас выпадает король и королева. Но тут я точно так же допускаю, это часто эти обе карты говорят именно о людях семейных. Или пусть это какая-то была дружба, а теперь это будут разговоры проживать вместе, и тут вопросы и дома сразу становятся, то есть, ну вот что-то такое у вас, но и вы-то в этом будете видеть для себя определенный какой-то интерес. Что изменит вашу жизнь, ваши планы? Я не исключаю, что вот как раз с каким-то человеком, но много раз уже повторила, что вы кому-то не верите, ведь это очень добрая карта. Собака – это всегда друг. И стало быть, что изменит вашу жизнь именно до конца июля, чье-то решение, чье-то предложение, может быть, чье-то содействие. Нам не говорят, что это будет длиться бесконечно, хотя это колода Ленорман Чиро Маркетти, обратите внимание, как будто собачка держит поводок в зубах, но ошейник не на ее шее. Тут какие-то сложные отношения. У кого-то это могут быть отношения без обязательств, кстати. И тем не менее, я говорю, в зубах держит, да? Здесь, как и по отношению к вам, может быть проявлено, да, какое-то внимание. Но, может быть, и вы будете сами участвовать в какой-то беседе, я уже об этом говорила, и обозначать свои границы, на что вы согласны, а на что нет. И это будет менять вашу жизнь и ваши планы. Да, тут личная жизнь несколько может претерпевать изменения, может быть, важные договоренности. У кого-то, опять же, это будет переезд, работа на дому, или, может быть, это даже, смотрите, вообще, в принципе, касается вашего бизнеса, работы, каких-то перспектив. И здесь может поступить, ну, как предложение, или вы, может быть, узнаете о какой-то данности, что, ну, вот обстоятельства складываются определенным образом, и вам тоже придется словно найти, отстроить свой узкий фарватер, на что вы готовы, допустим, согласиться, или как вы готовы действовать, да, а что для вас будет совершенно неприемлемо. Но, видимо, мои дорогие тельцы, что-то вас заинтересует в июле. Заинтересует, причем настолько, что вы, наверное, вот так хладнокровно, чтобы как бы и не соскользнуть в какую-то ошибку, которую вы допустили прежде, но и не упустить какую-то возможность, которая буквально идет вам по судьбе. Потому что по этой карте, правда, тут и поездки, тут и переезды, тут, в принципе, у кого-то может проиграться дороги. Дороги, может быть, и отпуска, да, начинаются. Ну, может быть, это будет какая-то важная встреча. Вам будет что-то нравиться, вам будет это приятно. Но сказать, что быстро вы готовы изменить планы. Вот смотрите, шестерка мечей, пятерка мечей. Карта заслуженного успеха, а это карта конфликта. Или этот был какой-то конфликт, или, мои дорогие тельцы, может быть, и вам захочется поконфликтовать, я такого не исключаю. Но вы очень миролюбивые люди, но что я имею в виду? Кому-то сказать нет. Или сделаете выводы, скорее вот такие энергии больше на вас похожи, когда молча, без объяснений, делаю выводы и ухожу. А если не ухожу буквально физически, то в чем-то себе как ограничитель ставлю и говорю, что вот в этом я больше не участвую. Но, может быть, будет конкретная персона, и неважно, кто это будет. У кого-то это может быть даже дальний родственник, который к вам, кстати, с дружбой, может быть и так. А прежде была какая-то ссора. Может быть и человек тоже, да, который вас заинтересован. Мы уже тоже об этом говорили. Но, видимо, не хочется повторить для вас какой-то опыт, а с другой стороны, вот недоверие. И я не могу сказать, что это плохо для вас. Для вас безопасность и стабильность – это ваш приоритет. А дальше, может быть, и будет видно. Карта совет или к чему приготовиться. Ну вот смотрите, аркан мужчина, вот, да, так он и называется, мужчина. Здесь вопросы личной жизни, потому что розу держит в руках. Причем так, мужчина нам изображен босиком,
как будто он чувствует себя уязвимым по отношению к вам, может быть, да? Возможно, важные беседы, которые будут касаться напрямую личной жизни. Я не могу сказать, что это будет, допустим, для вас, мои дорогие девочки, будет чем-то очень приятным. И мужчина, кстати, может быть в таких энергиях, которому тоже не все нравится. А для вас, мои дорогие мужчины, тельцы, тут вам точно будет что-то не совсем нравиться. И это как карта совет. Мужчина смотрит, как будто он в никуда смотрит, по сути дела. Но роза – это любовь. Поэтому какая-то тема личной жизни, которая все же разочарование предполагает. Но, может быть, именно так складывается конфигурация взаимоотношений, когда хоть и не нравится, а как будто отказаться мы не можем. Карта внутренних страхов. Не устраивайте себе какой-то, знаете, не ищите, может быть, такого состояния, знаете, когда мы слишком долго застреваем, а правильно я поступил или поступила, а может быть, надо было как-то вот иначе, или может и другой быть вариант, когда опять же вы кому-то не верите, и тогда карта этих внутренних страхов будет говорить о том, что не хочется даже пробовать что-то заново, а вот именно заново. Потому как были вы уже в какой-то ситуации. Видимо, это касается просто у каждого по-своему. Мужчина – это ваша любовь, да, вы тут как, ну, может быть, главный герой, да, проходите все-таки карта мужчины, ваше решение. Для вас, мои дорогие девочки, может быть, это где-то от вас мужчина ждет тоже определенного решения. И я не могу сказать, что в течение июля эта ситуация завершится. Нет. Все-таки у нас пара выпадает. И у нас удивительно. Королева Пентаклей, король Пентаклей. Королева чаши, король чаш. Так, а какой совет? Тут что-то перестроить придется. Тройка Пентаклей – это, знаете, жизненный экзамен. Но это всегда взаимосвязь и работа в команде. Вот я говорила, что тут не завершится. Нет, аркан мага. Это для вас, по сути дела, стать магом. Магами не рождаются, магами становятся. И много у нас в нашем раскладе было таких вибрирующих моментов, когда 50 на 50, как поступить. Выбор у вас определенно будет. Будет над чем задуматься. И, может быть, вам придется себя, я не исключаю, уговорить, может быть, на день, на два. Я понаблюдаю, например, да, или я подумаю, как мне правильно, может быть, поступить. Здесь есть ваш интерес, но есть интерес другого человека. Это точно, раз две пары выпадают. Но, видимо, в интересах пока до конца июля люди не могут договориться или понять друг друга окончательно. И, может быть, вот этим вы и будете заниматься, как и наблюдать, давать себе отдых, вообще спокойный месяц. А я должна сказать, что астрология говорит для тельцов, если ты где-то вторая половина июня, не торопись, а в июле и еще более замедлись. То есть не спеши, может быть, делать выводы, потому что иногда большое видится на расстоянии. И правда, тут по ретро-Плутону вы можете в течение лета решать какую-то ситуацию и окончательно сделать вывод осенью. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишите мне искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.